Всем привет! Наверное, все знают, что совсем недавно перспективная компания Realme представила свой первый планшет под названием Realme Pad. Напоминаю, Realme в октябре заняла 18% индийского рынка. У Samsung и Vivo, соответственно, 16% и 13%. Лидирует, конечно же, Xiaomi с долей 20%. Из этого следует, что Realme обошла Samsung и вплотную приблизилась к Xiaomi. И это действительно удивляет. Вернемся к планшету. Как всегда, мы получили отличные технические характеристики по доступной цене. Но имелся небольшой недостаток. Планшет был доступен только для индийского рынка, что огорчало. Но теперь же Realme Pad официально вышел на европейские рынки, что является большим плюсом. Сейчас его можно купить официально в Бельгии, Германии, Португалии, Люксембурга и Нидерландов. Итак, основные фишки планшета — это отличный процессор от компании MediaTek, а именно Helio G80, отличный экран, выполненный по технологии, что немаловажно, IPS, аккумуляторная батарея на 7100 мАч, ну и, конечно же, цена всего 260 евро. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Планшет Realme Pad имеет металлический корпус, а это нам дает отличную теплопроводность материала, что обеспечивает отведение тепла от процессора, а также высокую прочность к механическим повреждениям. Планшет оснащен отличным дисплеем на 10,4 дюйма, разрешением 2000 на 1200 пикселей с яркостью 360 кандел. Он имеет несколько режимов, включая режим чтения и ночной, что является большим плюсом. Он выполнен, конечно же, по технологии IPS. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму на 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения и многое другое. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. Рекомендованная цена Realme Pad составляет 260 евро за версию, которая получила 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта своей флеш-памяти. И Wi-Fi. Напоминаю, поддержки LTE, к сожалению, нет. На мой взгляд, это отличная цена за такой планшет. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас есть на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам, благо тут он достаточно неплохой. 260 евро. Это плюс-минус 21 тысяча. Давайте возьмем до 25. Можно сказать, наперед. И мы знаем, что в этой конфигурации Realme Pad получил 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта своей памяти. Пожалуйста, всего лишь 14 моделей. Это Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4, Samsung Galaxy Tab A7, Huawei MatePad 10,4 и пошли, можно сказать, уже старички. На мой взгляд, основные конкуренты Realme Pad это, конечно же, Huawei MatePad 10,4 и Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Но для себя я бы выбрал именно Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4. Тем более стоимость, как вы видите, от 24 до 35 тысяч. И благо e-каталог все сделал за вас. То есть вам не нужно заходить в каждый магазин и смотреть стоимость данного планшета. Пожалуйста, здесь вы можете выбрать того продавца, который вам предоставляет максимум скидки. И что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей, где вы можете для себя что-то отметить. А если у вас остались в дальнейшем какие-то вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно кто-то ответит. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео.
Realme Pad построен на базе однокристальной системы MediaTek Helio G80. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 3 февраля 2020 года и изготавливается по 12-нанометровому техпроцессору. Мы получили 2 ядра Cortex A75 на 2.0 и 6 ядер Cortex A55 на 1.8 ГГц. При необходимости все 8 ядер могут работать параллельно. Видеопроцессор встроенный, называется Mali G52 версии MP2, 2 кластера вычислительных ядер. Есть модем LTE категории 7 загрузка и категории 13 отдача. Модуль сетей Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Контроллер памяти LPDDR4X. Планшет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерой. Конечно же, рассчитывать на отличные фото и видео возможности планшета не стоит. В Европе Realme Pad будет продаваться только в сером цвете Real Grey и 3 вариантах модификации памяти: 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта постоянной памяти, 464 и 628 гигабайт. Из других особенностей устройства стоит отметить 4 динамика, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Осталось добавить, что Realme Pad получился достаточно тонким и легким. Толщина 6,9 мм, вес 440 грамм. В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменным интерфейсом Realme UI Form Pad, адаптированным под большие экраны. В нем предусмотрена поддержка многооконного режима и другие функции, повышающие продуктивность пользователя. Также напоминаю, что имеется возможность установки карты памяти microSD объемом до 1 терабайта. Также планшет оснащен аккумулятором емкостью 7100 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки всего лишь 18 Вт. Ну что же, ребята, я очень рад, что все-таки Realme добралась, данная компания, до Xiaomi. Конечно же, Xiaomi будет очень тяжело обойти, но с каждым годом компания Realme выпускает все лучше и лучше свои смартфоны, свои планшеты, свои наушники и так далее. Самое главное, чтобы данная компания действительно держалась на плаву, а чтобы не случилось так, как случилось с компанией Meizu, Leica и так далее. Действительно были просто бомбические компании, выпускали крутые смартфоны, которые конкурировали с Xiaomi, но впоследствии почему-то эти компании сдулись. Так вот, Realme тоже поднялась на достаточно хорошую планку, и чтобы она там оставалась. Вот такие дела. А планшет Realme Pad получился действительно отличным вариантом на 2021 год. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!